Это интервью 2011 года, набирающего обороты и популярность бизнесмена Илона Маска. And as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? В нем он не то чтобы критикует китайскую компанию BYD, а откровенно над ней смеется. Have you seen their car? Tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor? No. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I don't think they have a great product. Why is that? I don't think it's particularly attractive. The technology is not very strong. And BYD as a company has pretty severe problems in their home turf in China. Right. So I think their focus is and rightly should be on making sure they don't die in China. А это уже интервью Илона Маска в 2025 году. И он уже не выглядит настолько веселым, когда его спрашивают про компанию BYD. And at times we do have to battle other car companies in China who are trying to stop us from It's deploying incredibly competitive market, isn't it? China is the most competitive market. And yeah. to the extent BYD, which is neck and neck with you, I think, in the EV race, I think it's fair to say, worldwide, correct? I don't really follow that. You don't? No. I just think about making... What we want to achieve is the platonic ideal of the perfect product. And as long as you focus on that, you will have a compelling product, obviously. Но вот на дворе 2025 год, и по итогам прошлого года компания BYD по продажам обгоняет Теслу. Конечно, тут нужно учитывать, что считалось общее количество автомобилей, и у Теслы, понятно, это только электрички, а у BYD и гибриды, и электрички. Но тенденция налицо. Из вчерашней насмешки китайская компания превращается в главную угрозу не только для Tesla, но и для остальных мировых автолидеров. Но как она добилась этого? Кто за этим стоит? И что ждет компанию в будущем? С вами Егор Лесной, вы на канале GetAuto, и давайте сегодня подробно в этом разберемся. Погнали! Мы с вами любим, чтобы за брендами стояли громкие имена. И это, кстати, касается не только автомобилей. И за сегодняшним лидером компании BYD тоже стоит имя. Менее известное, как, например, Ford или Lamborghini, но от этого его история не менее захватывающая и интересная. Ван Чжунфу родился в простой китайской деревеньке в 1966 году. И на самом деле это было реально очень тяжелое время для Китая. Тогда в разгаре была культурная революция, и это была та еще заварушка. Нищета, голод, болезни, по улицам гоняют отряды хунвейбинов и выискивают врагов народа. К сожалению, родители Вана умерли, когда тот еще был совсем ребенком, и его воспитанием занялся старший брат. Но когда Вану было 13, умер и тот, и он остался круглой сиротой, которого впоследствии воспитывали другие родственники. Но именно с того момента Ван озадачился проблемами здравоохранения. Но это совсем другая история, и не будем забегать настолько вперед. После окончания школы Ван поступает на химика в университет Пекина. И там после его окончания попадает по распределению работать в другой институт. И до поры до времени там находится. Нужно понимать, что в то время, начало 90-х, Китай развивается дикими темпами. Все границы открыты. Инвесторы вливают огромные состояния. И так получается, что в 1995 году Ван уходит из института и открывает свою небольшую компанию. В то время его интересуют аккумуляторы. И нам кажется, что что точно всегда было в Китае, так это батарейки. Но это не так, потому что на конец 80-х годов лидерами по батарейкам, по аккумуляторам является Япония. Ну и, естественно, США. Китай нет. Китай в то время существует просто как сырьевой придаток, в котором добывают лишь некоторые редкоземельные элементы. И то не все. Способов обработки практически нет. Поначалу небольшая контора Вана занимается инжинирингом. Что это такое? Инжиниринг — это когда ты берешь что-то определенное, забугорное, разбираешь это до винтиков и делаешь то же самое. Этим Ван и занимался. И в то время в
Китае было идеальное для этого время, потому что никто ни за какие авторские права и патенты бы, не судился. И самое главное, что было огромнейшее количество дешманской рабочей силы. Если в Японии в то время уже были огромные цивильные стерильные конвейеры, роботизированные, то в Китае то же самое дело, просто огромная толпа китайцев с паяльниками. И я не шучу. Действительно, компания BYD начиналась с маленькой конторки в 15 человек с паяльниками. Начиналось все, кстати, в небольшом городке под названием Шэньчжэнь. В конце 70-х это была реально маленькая китайская деревня на 30 тысяч человек. Сейчас это 15-миллионный мегаполис. Почему он так развился? Потому что именно китайское правительство там решило сделать особую экономическую зону, которая стала столицей электроники. Благодаря инжинирингу компания быстро набирает опыт. Конечно, первые заказы идут, пошли заказы от таких крупных компаний, как Nokia, Siemens, Panasonic, Sony. Но Вану этого было недостаточно. Он понимал, что таких же компаний сотни. Но как стать уникальной компанией? Ван понял, что нужно уметь не только хорошо собирать аккумуляторы, но и углубиться в тему добычи графита и лития. Они начинают активно сотрудничать с китайским правительством и открывают добычу. И это закладывает один из главных столпов успеха компании в будущем. А вы, кстати, знаете, откуда берется название BYD? Многие ответят, что на easy это Build Your Dreams. Создай свою мечту. Но все намного глубже. Компания основалась в городе Шэньчжэнь на улице Яди и просто называлась Яди Electronics. Когда они попадали на какие-нибудь выставки, они были в хвосте списка, потому что, Y находится далековато по алфавиту. И тогда Ван подумал и решил, нужно добавить вперед еще одну буковку. Вот добавил, и получилось BYD. Расшифровали потом, как построить свою мечту. Стоит сказать то, что на данный момент в городе Шэньчжэнь не то чтобы улица Яди, сейчас там улица BYD, и помимо улицы целый район и станция метро. К слову, совсем недавно наши ребята ездили в главный офис BYD. Евгений, наш директор, генеральный, главный. И они недавно ездили в офис главной BYD. Мы сейчас находимся в главном всемирном офисе BYD. Здесь представлены все бренды, то есть от Denza, самого BYD, до их автобусов, мы там потом увидим. Все марки, все главные CEO каждого бренда находятся здесь. Это все очень интересно было, потому что когда мы туда поехали, когда я спросил адрес у директора, который нас сюда пригласил, где вы находитесь, он говорит, вот наша улица BYD, это недалеко от станции метро BYD, да, вот у нас там стоит большое здание, на котором ты увидишь надпись BYD. Грандиозная постройка, они его называют... Пентагоном? Не пентагоном, а хексагон, потому что в нем 6 этих звезд, углов, да, впечатляет. Особенно, когда ты знаешь, что они сейчас стали топ-1 по продажам во всем мире электромобилей. Ты видишь все количество, как работников, да, как там все прям поминутно расписано. Они в день, мне сказали, был самый пик, когда они принимали более 7 тысяч делегатов. А как устроено то, что они смогли станцию называть, улицу своей? Мы знаем, что BYD платит очень много налогов. Ага. Китай любит налоги. Все любят налоги. Да. Вот когда мы много налогов заплатим, тоже уличку назовем, да, здесь? Сейчас государство Китая, у них есть требования для производителей, для инфраструктуры, что когда ты строишь что-то большое, там большой офис, ты обязан рядом построить парк. Например, ты обязан рядом сделать какое-то благоустройство, да, то есть если мы посмотрим, у них даже там целый микрорайон построен, где живут только их работники, по сути. Мосты, городская инфраструктура, больница, метро, все полностью BYD построил для... Тачки других брендов допускают? Да, есть. Но автобусы только BYD. Я так понимаю, там не только переговорки для... Нет, у них там есть и зал исследования, они находятся, там есть и завод. Что это такое? То есть зал, где сидят их ученые, которые занимаются разработками в области батарей. Ходовой
цифровой системы автомобиля, там, дизайнеры, которые тоже там находятся. То есть это идет у них как главный такой, да, headquarter. Научный центр. Там да. же находится. Да, там же находится. Потом есть, ну, офисы, да, там, понятно, разные отделы: маркетинг, продажи, исследования рынков и так далее. То есть, что интересно, у них даже в отделе исследования рынка работает более 70 человек, которые просто занимаются тем, что смотрят в этой стране, какие машины продаются, как продаются, стоит ли туда заходить, не стоит, оценки рисков, ну и так далее. И какое-то производство там же находится. Да, там есть небольшой завод самого BYD, то есть это один из первых был их заводов, но они уже почти там ничего, ну то есть производят, но очень мало, в основном это все в других провинциях. Какая была цель поездки? Цель поездки — это мы будем договариваться с брендом Denza на вывод официальное дистрибьюторство в Азербайджане. То есть у нас уже есть первый заказ, мы купили машины, предварительно договорились о, уже, так сказать, меморандуме о нашем совместном сотрудничестве. Сначала покажем хороший объем, а потом уже будем добивать официально. Для нашей команды эта экскурсия была большим шагом в развитии компании, и мы рады поделиться этими уникальными кадрами с вами, друзья. Но давайте вернемся к основной линии повествования. Ну и тут у нас начинаются нулевые. Эра мобильных телефонов. Естественно, предприятие Вана растет как на дрожжах. Но Ван понимает то, что ему этого маловато. И в 2003 году откупает одну практически обанкротившуюся автокомпанию. И никто не понимает, зачем это ему нужно. Парень, у тебя все окей. Батареи, аккумуляторы, они востребованы везде. Эра электроники и дикого потребления. Зачем тебе тачки-то? И выглядело это поначалу действительно как просто игрушка, стремительно богатеющего человека. Была история, когда он приехал на своем Мерседесе на завод, и они решили по той же системе инжиниринга выпускать автомобили. Он говорит инженерам: давайте разберите это до болтика, и мы придумаем, что с этим делать. Инженеры замялись, потому что новый Мерс, кому это надо. Он взял просто свой ключ и провел огромную черту по капоту, тем самым показав то, что, пацаны, пофиг, гуляем, разбираем, делаем. Первой моделью была машина BYD F3, по сути, копия Toyota Corolla. И, естественно, она не сильно зашла. Потом было еще много копий, похожих и на Мерседесы, и на Тойоты. Но эти машины, естественно, популярностью большой не пользовались, так же, как и не отличались большим качеством. И многие люди, которые 15-20 лет назад у нас сталкивались с BYD, видимо, у них из тех времен еще остался эта травма, потому что действительно в салоне воняло клеем. Они были неуправляемые, и по качеству сборки это был просто тихий ужас. Но наш Ван вынашивал в голове очень интересную идею. И в 2008 году это сделала компанию, одну из многих тысяч китайских компаний, известную во всем мире. Потому что 10% этой компании купил не кто-нибудь, а Уоррен Баффет. Кстати, заплатив за это $230 миллионов. Но что же Ван рассказал такого необычного мировому известному инвестору, который, не кидает деньги на ветер? Он предложил идею электрокаров. Но, естественно, идея электрокаров тогда уже не была новой. Уже были в Америке определенные компании, были попытки других мировых автогигантов. И китайское правительство, что самое главное, тогда уже, в общем-то, трезвонило очень громко, потому что быстрая индустриализация в 90-е, в нулевые привела китайские города буквально на какой-то уровень экологической катастрофы. Дышать было абсолютно нечем, и, возможно, кто-то из вас помнит знаменитые фотографии, где просто с одного берега не видно другой, и это все загазованность. Но идея у Вана была в другом. Он понимал то, что для большого количества автомобилей нужно большое количество аккумуляторов, но аккумуляторов абсолютно иных, потому что сделать аккумулятор литий-ионный для ноутбука или телефона — это одно. Если ты его просто увеличиваешь, то это совсем другая история. Он будет очень дорогой. И для народного массового автопрома это никак не пойдет, это пойдет только для каких-то суперспортивных крутых спорткаров, чем
впоследствии воспользовался Илон Маск. И он вкладывает огромные силы, время и средства в разработку абсолютно нового и уникального аккумулятора. В итоге выдает литий-железофосфатный аккумулятор. Идея тоже была не нова, и разработками уже занимались и японцы, и американцы, но он смог разработать полностью свою технологию на основе местных материалов. В этом аккумуляторе вместо никеля и кобальта использовали дешевые железо и фосфат. Аккумуляторы были дешевле, безопаснее, у них был выше срок службы, и они были экологичные, но был хуже запас энергии и плохая работа на холоде. Ну и также Ван, на то время уже весьма богатый человек с огромными связями, вкладывается в добычу и переработку редкоземельных металлов у себя в Китае. И это стало тоже одним столпом успешности компании в будущем. Также важным фактором в успехе компании BYD стало то, что Ван ставил во главе компании не маркетологов и не бизнесменов, он ставил инженеров. Плюс он сам был химик, он сам понимал все процессы технические и глубоко вникал на каждом этапе. Итого мы имеем 4 основных пункта, благодаря которым BYD стал тем гигантом, которого мы имеем сегодня. А что происходит сегодня? Они обгоняют Теслу, они входят в топ-10 компаний по количеству продаж автомобилей, и темпы роста продаж, нереальные. У них появился даже собственный танкерный флот. Совсем недавно они спустили 3-й свой автомобилевоз, который будет работать на Европу, и, видимо, там-то уже ребята очень сильно напряглись, конечно, в Европе. А в планах у них 7 таких танкеров, которые могут перевозить по 7000 автомобилей. Просто вдумайтесь, какое огромное количество. Мне бы, кстати, я сегодня озвучил нашему главному редактору мысль. Было бы интересно побывать на таком танкере и снять, как он работает. Если вы также об этом думаете, то напишите об этом в комментариях. Помимо этого, компания BYD зациклена не только на автомобилях, как ни странно. Они зациклены в первую очередь на технологиях и на развитии аккумуляторных технологий. И на данный момент, на 2025 год, это одна из самых динамичных и быстрорастущих компаний мира. При этом до сих пор сам Ван остается у руководства компании и не просто где-то там в офисе зависает, а приезжает на производство, одевается в простую робу, ходит, вникает во все процессы и ведет себя, в принципе, по-простому. Он даже может забыть как-то прилично одеться на встречу. И есть такая, легенда, одна из историй, то, что ехали на встречу, он как-то был неопрятно одет, ему сказали, то, что вот, мистер Ван, может быть, вам как-то вот одеться поприличнее. Он просто перешел через дорогу, купил там за 3 юаня какую-то рубашку и говорит, что, так лучше? Вот, в общем, простой парень, который вникает во все процессы, и для него это, безусловно, не просто бездушная компания. Для него это его детище и его миссия. Я рассказывал в начале то, что его родители умерли, когда он был ребенком. И старший брат, который взял его на попечительство, тоже умер из-за болезни. И поэтому Ван является также огромным, большим меценатом в отношении медицины. Он постоянно участвует в различных программах. Во время ковида эти ребята примерно за 2 недели смогли построить огромный завод и вышли на 1-е место в мире по производству защитных медицинских масок. Что будет в будущем с компанией, я не знаю, но как будто бы за них не стоит переживать. Мы, как экспортная компания, очень часто сталкиваемся с этими машинами, вы часто просите снимать на них обзоры, что мы, в общем-то, с удовольствием и делаем. И, если честно, лично мне эта компания очень даже нравится. И за свою позицию, и за свои технологии, и за то, что гордо смотрят в наше светлое будущее. Пишите в комментариях, нравится ли вам компания BYD, или вы считаете, что это какой-то такой технопузырь. Нам это мнение интересно, и мы обязательно эти комментарии почитаем. Во всем остальном будьте на позитиве. С вами был Егор Лесной, канал Get Auto. Всем пока!